Пылесос ищет дом. Было раннее утро. Солнце только встало и осветило верхушки деревьев и грузовик на дороге. Раз в месяц грузовик проезжал через лес в город. Он доставлял в супермаркет новые товары. Дорога была пустая, лишь грузовик ехал по своим делам. Неожиданно колесо грузовика наехало на камень. Он зашатался, наклонился, двери кузова открылись, и из него выпала коробка. Грузовик быстро выровнял свое движение и поехал дальше, не заметив потерю. Коробка осталась лежать посреди дороги в облаке пыли. Когда машина скрылась из виду, крышка коробки приоткрылась изнутри. Из-под нее показалась щетка на длинной трубе. Щетка боязливо потрогала землю вокруг коробки. Затем, испуганно озираясь, показался красный пылесос. «Это не магазин и не дом», — подумал пылесос. На складе пылесосы любили обсуждать свое будущее и мечтали попасть в магазин, найти там свою семью и дом. Но пылесос оказался на пыльной дороге посреди леса. Мимо пылесоса промчался автомобиль. Очень близко, очень опасно. Пылесос быстро съехал с дороги в лес, навсегда оставив позади свою коробку. Он скатился по крутому склону, цепляясь шлангом и шнуром за ветки кустарника, и приземлился на мягкую цветочную поляну. С громким жужжанием в разные стороны разлетелись недовольные пчелы. «Как интересно!» Пылесос восторженно смотрел на пушистых пчел и яркие цветы кругом. На складе он такого не видел. Прямо возле пылесоса раздалось громкое жужжание. Большой мохнатый шмель застыл в полете и с интересом разглядывал пылесос. «Жжж! Что ты жжж-зверь такой?» — спросил шмель. «Я не зверь, я пылесос. Улучшенная энергосберегающая модель. Со мной уборка станет простой и легкой», — не задумываясь, выдал пылесос, а потом смущенно добавил. «Так было написано на моей коробке». «Что же ты тут делаешь?» — удивился шмель и сел на пылесос. «Я потерялся», — грустно ответил пылесос, «а я так мечтал найти свой дом». «Дом?» — спросил шмель. «Я ж знаю, где много домов. В городе. Там ты точно можешь найти живой?» «Правда?» — у пылесоса появилась надежда. «Как попасть в город?» «Я тебя проведу. Следуй за мной». Шмель махнул пылесосу лапкой и бодро полетел вперед. «Ой, не туда!» Шмель также быстро вернулся и полетел в обратную сторону. Город там!» Пылесос был благодарен шмелю за то, что он не бросил в беде и вызвался помочь найти дом. Пылесос быстро ехал за шмелем. Он не видел впереди никакого города, но решил довериться своему новому другу. Пылесос был так рад, что не замечал на своем пути ни колючих кустарников, ни плетущихся трав. Жители леса удивленно провожали пылесос взглядом, но он этого тоже не видел. Иногда шмель отвлекался от своего пути на красивый цветок. Тогда пылесос мог передохнуть и полюбоваться лесом. Вот мимо пролетела яркая бабочка. На дереве звонко поет невидимая птица, а у корней растут грибы. «Вон же теми деревьями начинается город», — сказал шмель, лениво отлетая от очередного душистого цветка. Пылесос по-прежнему не видел ничего, кроме деревьев. Но когда он оказался там, куда указывал шмель, лес закончился. За стеной деревьев растянулся пустырь. За ним редкие маленькие дома, а вдалеке виднелась стена высоких зданий. «Нам туда», — махнул в сторону города шмель. «Это и есть город?» — восторженно спросил пылесос. Он почти всю свою жизнь провел на складах, сидя в своей коробке, и никогда не видел ни леса, ни города. «Там я найду свой дом». «В городе много домов, ты точно найдешь живой». Пылесос и шмель были уже на окраине, как неожиданно дорогу им преградил пес. Он стал посреди дороги и злобно зарычал. «Ррррр! Ты куда?» «Я тебя не пущу. Мне нужно в город. Я ищу свой дом», — ответил пылесос. «В моей семье жил такой, как ты. Он очень громко шумел и пугал меня. Я не пущу тебя в город». Пес преградил пылесосу дорогу. «Я прошел весь лес, чтобы найти свой дом.
Пылесос попытался объехать пса стороной. Тот зарычал еще сильнее. «Мы не пустим тебя в город!» Рядом с псом появились еще собаки. «Мы не любим таких, как ты. Мы боимся таких, как ты. Мы не пустим тебя в город!» Собаки окружили пылесос со всех сторон. Пылесос обреченно начал пятиться назад, в сторону леса. Он был так напуган, что готов был отказаться от своей мечты. Вдруг пылесос услышал знакомое жужжание. Шмель уверенно вылетел вперед и начал назойливо летать перед носом пса, перегородившего путь пылесосу. Пес лишь недовольно фыркнул. Тогда шмель зажужжал громко и по-особенному. Жик-жик-жик, 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 как в трубу прожужжал шмель. Через мгновение воздух вокруг наполнился жужжанием. Отовсюду прилетали пчелы и шмели. Они летали перед мордами собак, жужжали прямо в их уши, садились на собачьи носы. Собаки нервно поджимали хвосты, жалобно лаяли, наконец сдались и убежали прочь. «Ура!» – закричал шмель. «Жжж!» – поддержали его пчелы и шмели. «Ура!» – подхватил пылесос. Пушистый рой окружил пылесос. «Желаем тебе найти живой дом!» – прожужжал рой и распался на множество маленьких пчелок и шмелей. Все разлетелись по своим делам. Остался только шмель. «Жжж, нам вперед!» – сказал шмель и полетел дальше, к стоящим рядом высоткам. Как только пылесос заехал за угол дома, он попал на оживленную улицу. Мимо проезжали машины, куда-то спешили люди. Они быстро шли по своим делам и даже не замечали красный пылесос у себя на пути. Вдруг пылесос увидел идущего ему навстречу мужчину. Он был задумчив, смотрел себе под ноги. Когда мужчина увидел красный пылесос, лицо его тут же просияло от улыбки. Он подошел к пылесосу и сказал: «Наконец-то я нашел тебя!» «Меня?» – пылесос не мог поверить в то, что слышит. «Именно тебя. У моего сына сегодня день рождения. Он мечтает о красном пылесосе. В магазине мне сказали, что единственный красный пылесос случайным образом потерялся при доставке. Больше таких нет», – рассказал мужчина пылесосу. «И тут я вижу тебя. Именно о тебе мечтает мой сын Юта. Будешь жить с нами?» «Да, да, да!» – пылесос запрыгал от счастья. «Идем со мной, я познакомлю тебя с ним». Пылесос помахал на прощание своему другу Шмелю и ушел с папой мальчика в новую семью, где его ждал маленький Юта. Несмотря ни на что, пылесос нашел свой дом.